Как консервную банку превратить в кашпо? Да очень просто. Берете любую емкость. Если это не горшок под цветы и там нету отверстий, значит вы либо просверливаете, либо здесь можно взять просто большой гвоздь и пробить здесь дырки. Или, скажем, у вас старый горшок, такой страшный, некрасивый. Мой, не мой, но уже ничего не изменится. Точно так же можно задекорировать. А лучше взять ведро, чтобы побольше было. Здесь я дырки сверлила. Не обязательно такие большие, можно гораздо меньше просверлить. Это красивое кашпо я поставлю на место. Так, нам понадобится емкость. Вот такая вот джутовая ткань или мешковина. Часто она продается шириной в метр, метр 20. Вот можно будет из нее вырезать. Это у меня кусок с прошлого года. Такой довольно мягкий. Веревка прочная. Почему? Почему прочная? Потому что, к сожалению, когда я делала эти кашпо, то у меня была плохая веревка, и она в процессе постоянно у меня рвалась, и приходилось постоянно брать новые куски, и что-то там не очень красиво. Ножницы. И вот в этом году я купила то, что было, и немного другого качества. Вот если сравнить, это более жесткий материал. Но покажу, в чем разница и что с этим делать. Такого длинного куска вообще-то нам не надо. Желательно сделать так, чтобы был какой-то нахлёст сантиметров 20, наверное. Скажем, вот так вот. Я, наверное, отрежу, чтобы не мешалось. Кстати, какой ширины брать? Я бы посоветовала брать так, чтобы можно было сантиметров 5 загнуть вовнутрь. И длиннее, как минимум на 10-15 сантиметров. Можно еще больше, тогда будет больше складок. Если совсем мало, ну тогда будет почти все ровно, без складочек. То есть как вам больше нравится. Можно было больше оставить подлиннее, но ничего страшного. Конечно, удобно, когда цветов нет, или хотя бы, когда цветы маленькие. Так, я предлагаю сначала просто завязать, чтобы потом легче было обматывать. И мне нравится, честно говоря, вот этот вот стык. Я его, наоборот, оставляю как бы на лицевую сторону. Поэтому завязывать я буду именно там. Хвостики можно оставить подлиннее, чтобы потом завязать красивые бантики. Чисто, чтобы не упало.
Берем снова веревку и начинаем просто обматывать. Вот прям совсем. Вот так берете и обматываете. Немножко натягиваете. Ну, мега много тоже, наверное, не надо. Хватит. Можно на 2 узла, а потом бантик сделать. В общем, я сейчас такой временный вариант, поэтому не буду. Основа готова. Теперь между этими веревками начинаете выдирать. Немножечко так вот. Скажем, вот между этими двумя. Потом переходите в другую. Другую часть берете здесь. Здесь немножко вытягиваете. Потом опять где-нибудь. В общем, абсолютно хаосно делаете это. Я, естественно, все это делала тогда, когда у меня были уже цветы посажены. Не очень было удобно, но ходила вот так вокруг, осторожненько, чтобы не повредить цветы. Надо было немножко больше нахлёст, как-то не рассчитала я здесь. Но следующее кашпо мы сделаем с вами тогда получше. Верх я оставляю так, чтобы не было видны эти некрасивые края. Они спрячутся под цветами. Смысл примерно такой. И если что-то там просвечивает, тогда можете сделать пошире и больше складок собрать, и тогда точно ничего не будет видно. Хотя, по идее, и сейчас не видно. Ну, тут, может быть, чуть-чуть что-то светленькое есть. Вот примерно так. Сейчас мы сделаем еще одно кашпо. А теперь самое сложное. Сначала я намучилась с ними. Впрочем, они так у меня и остались. Но потом мне пришла идея, что с этим можно сделать. Так, здесь тоже довольно большой кусок. Я лишнее все-таки обрежу. Не так уж и много, но примерно так. Пусть будет более толстый. Хотя нет. Покажу сначала, как я намучилась. Хотя зачем? Не буду так. Если же у вас такой более жесткий, но он такой как бы клеенчатый, что ли, то его очень сложно будет вот так вот делать. Я очень долго мучилась, но потом кое-что мне пришло в голову. Его
надо просто намочить. И складки будут просто идеальными. Вот смотрите, мягкая тряпочка. Теперь обматывать будет гораздо легче. Уже в мокром виде можно сделать красивые складки. И в данном случае, если очень широкое полотно этого материала, половину больше, то даже будет красивее. И еще смотрите, сразу идеально заворачивается вовнутрь. Мы попробуем потом ту кашпо края намочить и посмотрим, получится ли. Дубль 2. Прошло много дней. Как видите, вот это вот все здесь теперь засохло. И уже симпатично выглядит. Можно даже его уже и веревкой не обматывать. Но чтобы все-таки показать полный процесс, давайте я его снова намочу. Вот в мокром виде его очень хорошо так собирать. Поэтому, конечно же, если будет длина вот такая большая, ну, в 2 раза, наверное, больше, будет красивее. Так, еще маленький лайфхак. Лучше все-таки здесь завязать, чтобы она не бегала. Начинаем обматывать, и хорошо бы его веревку все-таки натягивать. Упала. Оказывается, не все так просто. Так, найти бы теперь хвостик. Вот завязала, и теперь не знаю как. Что из них что. Представляете? Кажется, это. Куда-то сейчас привяжу. Не знаю куда. Можно бантики. Как хотите, в общем. Кажется, лишнее. Так, теперь у меня и ножницы упали. Так, как и в прошлом кашпо, будем вытаскивать между веревками эту ткань. Совершенно произвольно.
Надо, наверное, все сначала начинать. Вам нравится? Мне не нравится. Я бы вот даже такую юбочку внизу оставила пошире. Как вам? М? В общем, как-то так, наверное. У меня идея. Давайте попробуем намочить прежнее кашпо, которое было более мягкое. Примет ли оно тоже более лучшую форму? Суть в том, чтобы вот именно эти края немножечко так загнуть. На самом деле я никогда не готовила заранее их. То есть всегда сначала были посажены, и потом я вокруг обходила. Но когда вы поливаете после посадки, можно на края немножечко так вот полить, и тогда они хорошо загнутся. И не будут выпирать. А те, что я на сухую делала, у них не загинаются края, пока дождик не пройдет. Так, еще одна идея. Вот хочу вместе с вами попробовать переделать одно старое кашпо. 2 года назад я его использовала, но все лето простояло. И попробуем его покрасить немножечко белой краской. Краска, конечно, не очень. Ну, в том смысле, что не очень-то и белая стала. Но для чего я хотела покрасить? Вот если оно простоит под дождем и бывает начинает уже так, плесневеть, серая, такая некрасивая становится, тогда вы сможете просто вот это свое старое кашпо обновить. Ну, любым цветом так покрасить. Я попробую еще добавить белого ради интереса. Но, в принципе, сделалось такое более бежевое, более светлое. Вот давайте отнесем рядом с новыми. Ну вот, скажем, обычный цвет. И если он уже постарел, стал некрасивым, блеклым, неважно, можно взять какую-нибудь краску и сделать либо светлее, либо какой-то другой оттенок, как вам нравится. Ну или тот же самый такой цвета дерева какой-нибудь купить, покрасить и снова обновить.
Эту ткань я не мочила. Вот так вот ее и накрутила с трудом. Но если намочить и подправить, было бы, наверное, симпатичней.